Всем привет! Сегодня, как обещал, еще раз поплавим алюминий, а в следующем видео уже возьмусь за бронзу. Так, видео это будет сделано благодаря одному зрителю. Ник у него Стас Самсон. Стас, спасибо тебе за наводку. Посмотрел я один ролик, потом второй ролик. И попытаюсь сегодня повторить то, что сделал там человек. Ник у него, по-моему, Фин. Правда, он не раскрыл секрет своей смеси. А единственное, что в комментариях я нашел, он сказал, что есть сода кальцинированная. Продается она в хозяйственных магазинах, по-моему. Короче, у нас нашлась, даже в деревне. Ну, а так как других ингредиентов не знаю, то по-старому еще добавил соль. То есть ложка соли и ложка кальцинированной соды. Вот и проверим, что это даст. И еще небольшое отклонение в форме. Но это потом, когда вылью, покажу, как она устроена, эта форма. Возможно, в этом причина того, что у него действительно отливки получаются без пор и раковин. Ну и видно по его движениям, что он профессионал, он долго этим занимается. Короче, человек знает свое дело. Плавить опять буду в горне. То есть обычный кузнечный горн, сделанный наспех, с улиткой, также сделанный наспех из старого кондиционера. И съемная топка, так можно назвать. Так, ну все, разжигаю дровами, дальше каменный уголь и ставим тигель. Плавить буду опять в своем тигле. Разжигаю и начинаем. Не сказал, что плавить я буду вот этот алюминий, он уже раз переплавленный, в прошлом видео вы видели. И в прошлом видео я в него добавлял цинк, но вот на канале Фина он сказал, что нужно 15% цинка в сплав. И за вычетом того, что уже здесь есть цинк, надо будет добавить еще вот этот кусочек. Ну, то есть я взвесил полностью тот алюминий, который отлил, сколько там цинка поклал. И получается, что вот сюда до 15% не хватает еще, я уже забыл тут сколько грамм, ну меньше 100. Вот. Будем плавить вот это вот. То есть мне надо всего лишь сегодня заполнить эту форму. И все. Вот такой вот будет эксперимент. Все, начал горн расходиться уже нормально. Можно подвешивать тигель. Хотя, скорее всего, придется ставить на угли. Что-то я в этот раз поленился совком насыпать. С ведра сыпанул много угля. Ну ничего, я уже проверял. Стоя на углях, он также нагревается, тигель. Нормально все. Забросил алюминий. И теперь ждем, когда можно будет, когда расплавится, и закинем цинк. Пока плавится, хочу несколько слов сказать в пользу горна. Вот я сейчас жалею, 2 раза или 3 поплавил, 3, по-моему, да. И уже жалею, что я не сделал его год назад. Я сейчас сижу в 3 метрах от горна. Ну, слышно еле-еле там, что дует. Просто воздух засасывает в улитку и все. Не то, что с паяльной лампой. Я не ругаю паяльную лампу, отлично плавит. Но все-таки суета с ней. Переживаю, чтобы бензин не кончился, чтобы не забилось. Короче, есть суета. Бегаешь, как в попу раненый. А здесь спокойно зарядил, угля насыпал и плавь. Главное, чтобы свет не потушили наши недоэлектрики. Что бывает очень часто. Он накрыл крышкой. А ну-ка я сейчас приближу. И эти языки вырываются пламени. То есть жар там хорошенький. При том, что улитку я поставил на первую скорость. Это двухскоростной двигатель. Ну, от кондиционера. Там одна скорость, вторая. Правда, разница по оборотам небольшая. Первая скорость 950 оборотов, вторая 1050. На 100 оборотов всего. Ну, вот первой скорости хватает вполне. И плюс еще, вот видите, крышка. Вот там вот квадратная серая, которая перекрывает доступ воздуха. То есть можно меньше делать. И также вот эта вот белая пластиковая хренотень, она тоже открывает еще одно прорезанное отверстие. То есть тягу можно делать вообще слабую-слабую, поддув. Не стал я заморачиваться с заслонкой, сделал так, побыстрее-то и все. Так, ну все, теперь как расплавится, будем кидать цинк. Я сегодня постараюсь сделать все по фэншую, ничего не упустить. Ну, если упущу, значит моя вина.
Так, человек расплавил алюминий, достал его. Возможно, потому что у него муфельная печь, может быть, неудобно забрасывать сразу цинк. Но он достал тигель, поставил на пол, забросил туда цинк, подождал, пока растворится, расплавится, потом опять на прогрев. То же самое я сейчас делаю. Итак, вот он алюминий. Красненький, хорошенький алюминий. Видно? Видно. И теперь кидаем цинк. Чем же туда бросить? Вот так, на ложке, наверное, опущу, чтобы он не хлюпнул. Опа! И вот цинк уже и растворился. Все, его нет. Так, а вот теперь не знаю, мешать, не мешать. Не буду мешать. Все, ставлю опять в печь. Печь разошлась, ого-го. Смотрите, что творится. Нормально. Сейчас прогреваю алюминий. Ну, дальше расскажу. Все, выключил я печь. Достаю алюминий. И дальше все было вот так. Человек поставил тигель. И засыпал туда свою волшебную смесь. Вот так. И потихоньку помешал ее. Так, получилась вот такая масса. Шла. Ну и все, тут дальше пленка, которая только образовывается и образовывается. Все. И дальше просто он это вылил в форму. Что мы сейчас и сделаем. Где она у меня, форма эта? Вот она. Все, заливаем. То есть он сильно не переживал, что алюминий остынет, там температуру потеряет. Спокойно, не спеша все это сделал. Так, ладно, тут мало осталось. А дальше он подождал 5 минут и закинул все это в воду. Что мы сейчас и сделаем. 5 минут прошли, вынимаем и охлаждаем. Все, пусть остывает. Достану, посмотрим. Вот что пока получается. Выбил, пока не раковин, ничего. Правда, пришлось выбивать, потому что в трубе шов. И просто так не вылезло. Пришлось долбить. Молотком сюда наставлял и выгонял. Пока результатом доволен. Дальше посмотрим.
Так, расскажу сразу про форму. Форма с двух частей. Дно и труба. Ну, труба это я пока выбивал, сейчас флянец двинулся сюда. Так она была вровень, ну, за подлицо, короче, ровно стоял. Все нормально. Человек, который плавил алюминий, он брал конусный стакан, конусный жестяной, по-моему, стакан, и вставлял в него вот так трубу, и все это засыпал в песок. И вот сейчас, когда проточим, если не забуду, мы как раз этот момент обсудим. Как я понимаю, для чего это делалось. Сейчас зарядим в станок, пройдемся, здесь снимем как раз все, здесь пройдемся, посмотрим, как же тут насчет пор. Помогла ли кальцинированная эта сода, или там еще какие-то секреты есть. Ну, короче, проверим. Все, смотрим результат. Слушайте, ну неужели, а? Неужели получилось? Сейчас переверну на другую сторону, проточу вот там. То есть вот это низ, здесь верх. Проточу вверх, посмотрю, если все одинаково, попробую ее шлифануть наждачкой. Потому что я зимой делал себе надульник на воздушку. И тоже вроде проточил так более-менее нормально, ага, хорошо. А когда наждачкой шлифанул, как раз открылись все поры мелкие. То есть поры было видно после наждачки. И вот сейчас я пока не вижу ни одной поры. Неужели сработала эта сода? Или этот способ работает заливки именно вот так вот в форму? Ну все, сейчас я переворачиваю, протачиваю. И потом поближе все обсудим, рассудим. Поехали, вторая сторона. Так, ну-ка. Вот так, наверное, будет лучше. Понятное. А так, смотрите, я специально сейчас взял тонкий-тонкий слой, то есть где-то еще даже не коснулся. И уже чисто. Сейчас пройду еще раз, посмотрим. Слушайте, ну свершилось, елки-палки, а? Неужели? Пока свершилось. Все, короче, отшлифую, покажу, что вышло.
Пока, ну я не знаю, давайте я прибавлю, покажу вот так. Теперь пока поймает. Сильно прибавил. Не хочет ловить. Вот. Думаю, более-менее видно, да? Все, сейчас пошлифую обе стороны. Это верх. Сейчас подпишу при вас, что это верх. И посмотрим, что лучше. Все, это верх. Вот что в итоге получилось. Отшлифовал я. Это вот это верх. А это низ. С ним уже не стал сильно заморачиваться, шлифовать. Так, наждачкой прошел. Полоски пооставались, видите, от резца. Ну что, результат? Результат вы, наверное, видите, правильно? По-моему, вот на этом таком варианте я и остановлюсь выплавки алюминия. Торцы чистые. Вот дно чисто. Верх чисто. Сколько снимал, вы видели. Я не снимал там 2-3 сантиметра. Как только дошел полностью, так и остановился. И сверху видно, сколько снял. Сколько? Миллиметра полтора, наверное, снято. И видите теперь качество. Какой получился алюминий. Я доволен. Если бы еще этот человек, фин, открыл бы полностью секрет, что у него там за смесь. Ну, может быть, соль и была, не знаю. А может быть, что-то еще влияющее. Но все равно доволен так даже. И теперь у меня есть, скажем так, 3 варианта, 3 гипотезы, как это от чего получилось. Ну, во-первых, понятно, что первое, что напрашивается, это кальцинированная сода. Потому что даже шлак, я не знаю, не смотрел в камеру в тот момент. Шлак, вы видели, как он спекся, когда я засыпал вот эту смесь гремучую? Он не как обычно там кусками какими-то, он спекся в одну кучку. Я его просто взял ложкой, он легкий, без алюминия, спокойно скинул и все. И шлака нет. Его не пришлось вылавливать по кругу, там где-то ловить. Вот, то есть первый вариант это сода. Вторая гипотеза от того, что вот устройство такой формы. То есть форма не цельная, а именно снизу открытая. И возможно здесь, может глупое предположение, не знаю. Возможно как раз таки вот такая форма позволяет сбивать давление это внутреннее, может быть. То есть вот, если это как стакан был, вот так примерно это заливалось. И то есть, когда туда заливается алюминий, появляются какие-то газы там, и возможно она приподнимет, ну, в смысле, в эту щель как раз таки выходят лишние газы, может быть. Не знаю, сильно не уверен. Как всегда, жду ваших мнений, комментариев, предположений. Ну и третья гипотеза, это тоже, не знаю, наверное, уже давно бы это бы рассказали на ютубе, сказали. В этот раз я цинку бросил больше, чем я обычно кидаю. То есть я всегда клал, ну, на глаз кусочек отрубил, отломал, сколько отломилось, столько и кинул. То есть в прошлый раз я... Так, сколько у меня тут их получается? Раза в 4 больше алюминия было, а кусочек я чуть больше кинул этого, который сегодня, цинка. В этот раз я все взвесил, высчитал и, как я уже сказал, по фэншую закинул ровно 15%. Ну, плюс-минус там процент, эти граммы, может, весы чуть прибрехивают. Вот. И итог вы видите. Действительно, я сегодня доволен. Отличная получилась заготовка. Как у нее там будут механические свойства, не знаю. И стружку видели, да? Даже вьется стружка. От чего это? От цинка или от чего такое далось? Ну, короче, заготовка получилась красавица. Деталька с нее будет отменная. И вот, наверное, так. Наверное, я заканчиваю пока с алюминием, потому что добился более-менее результата, чего хотел. Если, конечно, кто-то из вас еще мне какую идею подкинет,
мне покажется интересно, я с радостью воплощу в жизнь, проверим. То есть, может, какие-то еще добавки, может, что-то еще, какой-то способ как-то плавить. Пожалуйста, я никогда не против этих идей, этих экспериментов, будем делать. Но следующее видео я надумал делать бронзу. Не делать бронзу, а плавить бронзу, потому что я еще, я в этом горне один раз только расплавил медь, и то немножко, там пуговицу, вернее проволоки наплавил на пуговицу. И просто вот уже подсобрал немножко бронзы, там эти счетчики водяные, 2 штуки есть, их покромсаю и в качестве тигля попробую использовать как раз таки вот эту вот штучку. Наверное, уже многие узнали, да? Это граната от, ну, вазовская граната, короче. Чугуна хорошего я не нашел, в смысле хорошего куска, чтобы с него, например, выточить более-менее объемом. А эта сталюка, она и болгаркой вот здесь вот, что хвостовик торчал, шлицевой. Болгарка пилилась туго, и напильник по ней, вот как по стеклу елозит. Короче, хорошая сталюка. По идее, это можно, если так подумать, это от подшипника обойма. Если смотреть на то, как она была устроена. Вот. И в ней я хочу попробовать плавить бронзу. Посмотрю, сгорит или нет. Потому что обычное железо горит. Как раз таки вот я плавил, взял кругляк. Ну, валялась у меня заготовка, кругляк проточенный, и внутри рассверленное отверстие было. И вот здесь я плавил проволоку. И вот пока я расплавил медь, вылил ее, вот видите, она еще осталась, прилипла. Пока расплавил эту медь, вылил, в итоге у меня или подгорела, или уже начала плавиться. Короче, вот эта форма, она была белая вся аж. Не похоже, что она горела, потому что здесь было ровно на срезе, а стало вот с каплями аж. Это, скорее всего, уже железо начало плавиться. И, ну, опять эксперименты. Или придется поддув уменьшать, закрывать поддув, или что, или тигель другой думать искать. Так, все, ладно, это уже следующее видео. Так что, все, кому понравилось, ставьте там лайки, не понравилось дизлайки. На канал подпишитесь, если, конечно, не трудно, если будете смотреть. Все, всем удачи, здоровья, пока, до встречи.